Всем привет! Давайте сегодня посмотрим на такую тему, как что у него происходит в отношениях с той, с кем он сейчас. Для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. Также хочу добавить то, что первый мой TikTok-канал больше не будет работать. Там не буду выпускать новые видео. Новые видео будут на втором моем TikTok-канале, который я развиваю. И, соответственно, оставлю ссылку в описании к этому видео. Также хочу добавить, кто будет спрашивать, где продолжение расклада. Продолжение будет на YouTube-канале. Также хочу добавить, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кто хочет помочь мне в развитии канала, пожалуйста, в описании к этому видео есть мой донат. И также благодарю тех, кто помогает мне в развитии канала. Итак, представьте своего мужчину. И давайте будем смотреть, что у него с той, с кем он сейчас. Почему, например, не называю соперницей? Почему? Потому что соперницей сейчас мы можем... Понимаете, сейчас карты могут показать ваши отношения. Понимаете? Поэтому лучше конкретно зададим вопрос, что у него с той, с кем он сейчас. Хорошо? Так, загадывайте своего. Сначала давайте посмотрим, кто он там. Что это за принц пришел? Отшельник. Так, что у него там? Так, во-первых, я вам скажу, что находится он рядом с той женщиной, которая, скорее всего, его там подавляет. Женщина давит. Помимо этого, женщина, возможно, там тоже яркая такая вот, да. Мужчина, несмотря на то, что, да, с этой женщиной все равно есть какие-то сексуальные отношения. Так, мужчина там все равно идет отшельник. Отшельник. Помимо этого он себя ведет с этой женщиной как ребенок. Незрелый. Так, что у тебя еще там? Что ты... Так. Я вам сейчас добавлю. Здесь мужчина вышел из каких-то отношений, променяв одну женщину на другую. Почему? Потому что та женщина, не исключая, может быть, магия была, может быть, сексом заманила, может быть, деньгами заманила. Почему? Именно конкретно деньгами. Потому что здесь мужчина охотник за чужим имуществом. Понимаете? Он любит очень денежки. Помимо этого, знаете как? Ну, он повелся, спокойно повелся, вышел из одних отношений, спокойно ушел туда. Та женщина, как дьявол, заманила его. Вот, и оставив ту женщину, которая его правда любила. Поняли, да? Ну, здесь мужчина тот, который, знаете как, спокойно предал и ушел. Так, давайте конкретно посмотрим, кто он сам является, кем он сам является, этот мужчина. Ага, этот мужчина, не исключая того, что он может быть женат. Может быть, понимаете как, может быть, это вообще может быть мусульманин, да, для кого-то. Для кого-то может быть, я почему именно говорю, да, то, что этот мужчина... Он любит навязывать свой взгляд на жизнь. Здесь мужчина живет только по своим правилам. Понимаете как? Он любит учить. Помимо этого, никогда не признает свои ошибки. Он всегда прав. Это тот мужчина, который подавляет женщин. Да, самоутверждается, подавляет. С этим мужчиной, скорее всего, спорить очень тяжело. Но и еще могу добавить, что для той женщины, от которой он ушел, да, я вам скажу одно, то, что союз был отвратительный, тяжелый был. Почему? Этот мужчина на данный период времени, да, несмотря на то, что у него такие принципы по жизни, может быть, он пошел в Аллаха, в Бога ушел, да, такое тоже не исключаю. Но и помимо этого, почему-то его так тянет в прошлое, ностальгия по прошлому есть у этого мужчины. Как-то он либо, может, хочет как-то быстро связаться, понимаете, но этот мужчина такой интересный, да. Так, что это еще за мужчина такой? Да, здесь мужчина тот, который, скорее всего, либо вы являетесь его супругой, настоящей, бывшей, не знаю, да, либо той женщиной, с которой у него были серьезные отношения, которые не довели до брака. А потому еще мужчина, он может быть и на той женщине женат. Я же не зря вам говорила, это, знаете, по-мусульмански, может, будучи жить с вами, он еще параллельно, вот, например, у него с вами, да, был ЗАГС, как положено, юридически оформлен, да. А вот здесь имам никях может быть. Ну, вот такой вот, здесь вот такой вот дурачок. Помимо этого, он, знаете, к этому очень легко относится. Вот тот мужчина, который, во-первых, убегает от ответственности. Я вам еще и, знаете, скажу, что здесь. Вот именно конкретно здесь. Мужчина тот, скорее всего, который убежал от ответственности. Понимаете как? И именно убежал от вас. Он как-то к этому очень легко отнесся. Очень. Так, хорошо. Ладно, мы поняли тебя. Значит, пришел ваш именно тот партнер. Так, давайте смотрим, что у тебя происходит в отношениях с той женщиной, с кем ты сейчас. Так, что у тебя с ней в доме? Ну что, я вам скажу, то, что пытается наладить там, понимаете, как гармонию, баланс ищет, да, он там все равно, он стабильные там отношения, не исключает то, что они могут в районе, может, 2 лет. Ну вот не только началось, понимаете, как в доме, я вам скажу, в принципе, гармония у них там.
Что еще у тебя в доме там творится? Ага. Видели, как со стороны-то гармония, а он там пашет, денежки несет туда. Еще что творится? То, что та женщина, которая рядом с ним, понимаете? Там женщина тоже яркая, вы не думаете, что там какая-то лохушка. Нет. Но почему-то там у них то ли конфликты какие-то, понимаете как? Не исключая того, то, что женщина могла родить, да? Тоже такое не исключаю. Но почему-то вот именно с рождением, вот с радостью, там идут какие-то потери. Понимаете как? Именно связано с этой женщиной. Вот как будто, смотрите, что у них творится в доме, да? Вроде как все хорошо. Что еще творится у них в доме? А тут бах, что-то счастье-то закончилось. Так, а почему? Ну-ка, пятерку пентаклей. Что за потери у вас там в доме? Ну, понимаете как? Здесь мужчина вкладывался. Скорее всего, там любовь в своей жизни нашел. Пацан убежал. Понимаете, от вас плохой к хорошей убежал. А тут бах, конфликты пошли, потери пошли какие-то. Понимаете как? Причем он же вкладывался туда. Вот это да, там какие-то конфликты. Конфликты. Причем конфликты серьезные. Так, а конфликты у вас с чем там связаны, интересно? Угу. Так. Скорее всего, там, наверное, он опять гуляет. От вас ушел к ней. Я не исключаю того, что она могла его послать. Почему потери у них? Что-то он вкладывался, понимаете? Почему-то здесь женщина в нем разочаровалась. Конфликты связаны с тем, с какими-то гулянками. Причем, понимаете, эта женщина отсекла. Либо, знаете, конфликты еще с чем могут быть связаны? С тем, то, что она с ним холодна, понимаете, лишь бы, чтобы он никуда не убежал. Почему? Потому что она понимает то, что он стоит перед выбором. То, что он гулящий, пьющий, может быть такой, да, ну, слаб напередок, да, я вам скажу. А она там злится, поэтому она устраивает там конфликты, упреки какие-то. Понимаете как? Интересно. Так, давайте посмотрим, как он к ней относится, интересно. Так, как ты относишься к той, с кем ты сейчас? Ой, что-то он ее побаивается там. Побаивается. Кстати, не исключаю, может быть, она и магию на него навела. Понимаете, что-то он ее так боится, не доверяет ей. Что-то он даже может, знаете как, вот у него страхи какие-то. Его какие-то желания, мысли, мечты. Мечты не оправдались. Почему-то он от нее закрывается там. А что это Луна? Что ты о ней думаешь? Какая-то она для него мутная. Понимаете? Мутная. Так, ну-ка покажи, что эта Луна означает. Ой, бедолага злится. Злится. То, что, понимаете, он понял, то, что он не получил того, что он хотел. Вот это да. Кстати, не исключаю, что у них еще могут отношения быть на ножах. Такое тоже не исключаю. Да? Ну, мне кажется, женщина там молодец. Строит и пацана. Так, ну-ка скажи, а чувства у тебя к ней какие? Принц наш. Чувства к той, с кем ты сейчас? Чувства какие? Ой, манипулирует он тоже там. Этот мужчина, я вам скажу, да, все равно он как-то пытается быть главным в их отношениях. Он хочет, чтобы она к нему прислушивалась, чтобы он... Но он здесь мужчина все равно яркий, хочет все равно, понимаете, кто-то есть у него помимо нее. Вот кто-то есть. Но он здесь мужчина все равно ходок. Ходок. Но я вам скажу, он тоже не слабенький. Сильный такой мужчина, яркий, харизматичный. Так. Какие еще у тебя чувства? Кто это, с кем ты сейчас? Ну, знаете, приехал-уехал, даже не исключая того, то, что, может быть, у него работа связана с дорогой. Да, почему? Потому что он приезжает, уезжает. Ну, чувство влюбленности, конечно, у него есть к ней чувство. Но и помимо этого, конечно, здесь женщина может быть еще чем-то ему помогать. Понимаете как? Ну, у него чисто такие вот, знаете, влюбленный, да, ничего не могу сказать. То, что он ее хочет. Она ему чем-то помогает. Может быть, у них какое-то совместное есть дело. То, что, может, они вместе работают, тоже не исключает того. Нравится она ему, да, конечно. И сексуально, и так, в чувства, да, есть. Так, счастлив ли ты с ней, со своей? С кем ты сейчас находишься? Так, женщина, скорее всего, там, еще раз опять повторяюсь, возможно, эта женщина, возможно, либо любовница конкретно, либо та женщина, которая, знаете, к эзотерике имеет какой-то либо интерес. Ну, вообще, женщина та, которая... Он до сих пор ее до конца не понял. Она для него какая-то закрытая. Помимо этого, да, у них стабильные отношения. Если они даже вместе могут не проживать, может, эта женщина, да, она может быть проживать либо в другой стране, ну, расстояние какое-то есть. И он может, понимаете, почему я говорю то, что здесь дороги выходят.
что он может к ней захаживать. Понимаете? Ему, в принципе, так нормально. Они общаются, может, через интернет. Но помимо этого я вам скажу, что женщина здесь, она подтверждает еще, что она на него что-то делает. Причем постоянно. Постоянно. Почему? Потому что такие карты выходят. Ну, как сказать, что... Ну-ка еще раз спрошу, счастлив ты еще раз? Стой, с кем ты сейчас? Знаете как, я вам скажу, то, что у них сейчас то ли большой такой конфликт был эмоциональный, и мужчина почему-то сейчас может прям страдать, либо, знаете как, ну вот что-то вот произошло такое на эмоциях, вот что-то рухнуло, может правда какая-то открылась, понимаете как, что-то вот вскрылось. После этого союз разрушился. И он сейчас ничего не делает, отдыхает, понимаете? Причем на эмоциях был. Конфликт какой-то, причем сильный. Так, а конфликт у тебя с чем был связан, интересно? Почему у вас конфликт произошел? А почему? Потому что, скорее всего, здесь мужчина тоже безответственный, да? Ему с ней было тяжело. Тяжело. Понимаете? Хотя, возможно, они вдвоем... Ну вот, не зря же там двойка выходила. Может, они 2 года вместе. И женщина здесь какая-то... Но она все равно идет судьбоносная. Их судьба все равно свела. Вот конфликт у них был связан с проблемами, а проблемы это идут судьбоносные. Еще не исключают то, что это тот же самый бумеранг. Эти отношения могли, вот знаете, как строиться на несчастье другого человека. Понимаете? И как вот обратка пошла. Тоже такое есть. Так, а подождите. А почему это именно судьбоносное? За что они такие получили разрушения в своих отношениях? За что? Понятно. Вот опять я вам говорю. Я могу вам сказать, почему у них это все разрушилось. Это было связано именно с вами. Понимаете? Он одну женщину здесь предал. Эту женщину он сравнял с землей. Ради другой. На кого у него встал пенис. Извините, конечно. Ну, слоник у него, хобот встал и пошел. А с этой женщиной он ее уничтожил. Почему и у него сейчас, ну, как идет, вы знаете, как еще и отработка, что ли. Понимаете? А все-то хорошо начиналось, да? Если даже у них еще пока разрыва нет, но это приведет к разрыву у них, причем болезненному. Будет больно. Так. Так, получается, тебя высшие силы наказали за эту женщину, которую ты размазал? Конечно. Знаете, как я вам скажу, когда с вами поступал он, извините, как последняя свинья, причем хладнокровно, понимаете как, сейчас все, что он натворил в своей жизни, он получает в тех отношениях. Когда же он вас оставлял, он же здесь победителем был. Он вообще не любит, когда ему корону сносят. Но сейчас жизнь ему сносит корону. Понимаете? А это больно ему. А та женщина, которая с тобой рядом, что у тебя еще с ней? А все. Ой. С той, которая рядом, у них почему-то здесь какие-то проблемы. Кто-то еще опять есть. Разрыв у них какой-то болезненный. Понимаете как? Причем они могут на данный период времени даже не общаться. Либо у них все равно какая-то будет болезненная ситуация здесь. Очень болезненная. Что это? К чему приведет это разбитое сердце? Может, даже и предательство будет. К чему приведет? Кто пострадает в этих отношениях? Женщина пострадает. Женщина. Почему? Женщина так пострадает. Понимаете как? Может быть, даже если это его супруга, то у них развод будет. Если она его любовница, то до свидания друг другу скажут. Еще чем закончатся их отношения. Обиды будут, понимаете, что кто-то может переехать, выйти из этих отношений. Страхи какие-то будут мешать. Что у тебя еще с той, с кем ты сейчас будет? Мужчина будет злиться. Помимо этого будет также гулять, пить. Если он у вас пьющий, гулять, пить. Таким же останется бледуном. Помимо этого будет нести корону. Что еще будет? Отставить свои будет границы. Почему? Потому что здесь эго. Ну и вот, пожалуйста. Понимаете, какой-то ему шанс подвернется здесь. Ага, не дадут ему этот шанс. Вот так вот. Вот на этой красивой ноте я и заканчиваю. Дорогие мои, любимые. Тот мужчина, с кем он является, понимаете, что его на деньги кинут. Либо на работе его кинут, либо женщина этого кинет. Понимаете? Там корона будет так лететь со свистом. Мальчику будет больно. Почему? Потому что когда-то он думал, что он поймал золотую рыбку. Независимо от того, она может быть и его супругой. Бывшей, настоящей. Понимаете?
с кем он конкретно сейчас. То ли с супругой, то ли с любовницей, то ли просто с какой-то подругой. Его кинут. Я думаю, мальчик. И она пострадает, и он пострадает. Но больше пострадает он. Здесь ему жизнь, я же вам не зря сказала, здесь хотите верьте, хотите нет, но бумеранг. У кого-то, может, он уже сработал, а кому-то только предстоит. Ой, как бедным мальчику будет больно. Больно будет, больно. А вот оно все. По кармической справедливости. Извините, что посеяли, то и пожинаем. Понимаете, как? Цирку конец. Слава тебе, Господи, циркача этого клоуна. Макияж с него смоют и скажут: давай, братец. Понимаете? Вот так вот. Так что с той женщиной, с кем он сейчас, фасад вроде красивый, а внутри, извините, гнилье. Понимаете? Гнилые отношения. Не исключая того, что там женщина может быть более материально обеспеченная. Там мужчина тоже ходок. Он тоже. Но, мне кажется, это замечательный расклад. Что хотел, то и получил. Так что у вашего принца с той принцессой все будет по справедливости. Понимаете, здесь уже все, высший суд, уже все. Пришло время расплаты. Вот такой вот был интересный у нас расклад. Обращайтесь за личным раскладом, подписывайтесь. И, как всегда вам скажу, до скорой встречи, мои любимые подписчики.